Право быть — это что-то очень естественное, правда? Это что-то, за что не нужно бороться. Ты родился, ты есть, значит, у тебя есть право быть. Но на самом деле есть люди, которым приходится очень тяжело зарабатывать это право быть, заслуживать это право быть, выпрашивать. Каково это жить, когда у тебя нет права быть, нет права существовать? Я сегодня буду рассказывать. Да, и как это связано с РПП, что самое важное. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова-Барте, я психолог, кандидат биологических наук, и вы на моем канале, где я рассказываю о психологии расстройств пищевого поведения. Прежде чем я начну говорить о сегодняшней теме, как всегда, я вас прошу подписываться на мой канал, ставить лайки, репостить, комментировать и делать все возможное, чтобы помочь каналу продвинуться, потому что это очень важно. Это важно для меня и важно для людей с расстройством пищевого поведения, которые еще не нашли этот канал и, может быть, нуждаются в том, чтобы получить помощь, хотя бы такую. Так вот, право быть. И какая связь у этого права быть с РПП? Знаете, вот это право быть, которое вроде как должно даваться нам от рождения, на самом деле нам дают родители. Когда ребенок рождается, и я просто повторяю это бесконечно, когда ребенок рождается, он смотрит по реакции родителей, рано или поздно он понимает, насколько он нужен, насколько он ценен, насколько он любим, насколько его потребности удовлетворяются, насколько вообще он значим, ценен, наверное, самое важное слово, для вот этих двух людей, для этой женщины и для этого мужчины. И если ребенок понимает, что он ценность, что его ждали, что его хотели, у него появляется со временем право быть. А если по каким-то причинам он не видит этой любви, причем это могут быть самые разные причины, тогда вот это право быть, право существовать ставится под очень большое сомнение. РППшники, нет, не РППшники, РППшные семьи – это семьи, где вырастают люди без права быть. Почему? Потому что РППшные семьи – это семьи, где каким-то образом, по каким-то причинам дети не получают того самого сигнала, что их ждали и хотели. Например, их бьют. Трудно заподозрить, что тебя как бы любят и тебя как бы хотели и ждали, если тебя бьют, избивают. При этом тебе сообщают, что ты там плохой, ужасный, что ты урод, что ты какое-то чудовище, что ты всех разочаровал, ну, понятно. Их критикуют, например, их сравнивают с другими детьми не в их пользу. Или, например, кого-то в семье, какого-то другого ребенка любят больше, или проводят с ним больше времени, или уделяют ему больше внимания, или просто родители заняты и отсутствуют все время, не дают ребенку тепла. И довольно быстро у ребенка появляется ощущение, что вообще-то, если бы его не было, то никто бы, собственно, и не расстроился. Сюда же относится «я сломал маме жизнь», сюда же относится «мама чуть не умерла в родах», или «у мамы после родов какие-то осложнения», или «мама после родов набрала вес». Сюда же относится «от нас ушел отец из-за того, что ты родилась или родился». Что еще? Если бы не ты, то мама бы сделала карьеру и заработала бы кучу денег, и вышла бы замуж получше. В общем, любые вот эти послания, о которых я уже говорила, когда рассказывала о родительских посланиях. Вот я, кстати, дам ссылку на видео вот сейчас про родительские послания. Так вот, все вот эти вот послания, которые родители дают своим детям, говорят о том, что я им не нравлюсь, во-первых, а раз я им не нравлюсь,
Точнее, я им не нравлюсь настолько, чтобы я была уверена, что они хотят, чтобы я существовала. Какая-то сложная конструкция получилась. Я не нравлюсь им настолько, я не вижу, что я нравлюсь им достаточно, чтобы они хотели, чтобы я существовала. Вот правильная формулировка. А не то, чтобы прямо вот дети это осознают в каком-то раннем возрасте, вот именно в таких словах, но чувства, вот эту вот информацию они так или иначе от родителей получают. А что делали в истории исторически с нелюбимыми детьми, вы знаете, все знают. Нелюбимые дети не выживают, потому что они нелюбимые. Любовь – это тот самый маркер для ребенка, да и для взрослых людей тоже. Любовь – это тот самый маркер, который говорит нам, что нас не бросят, от нас не откажутся, нас не предадут, нас не съедят, не знаю, на необитаемом острове, когда нечего будет есть. Когда нас любят, мы в безопасности. Мы в безопасности и от окружающего мира, потому что за нас заступятся, нас попытаются спасти. Но главное, мы в безопасности от этого человека, который нас любит. Он не причинит нам зла. И вот именно этого понимания не хватает у РППшников в детстве. Вот именно этого послания они не получают от родителей. И РППшники делают то, что называется уход в гиперкомпенсацию. Что такое вообще гиперкомпенсация? Это когда, они не только в гиперкомпенсацию уходят, люди, выросшие в таких семьях, они могут уходить в алкоголь, в наркотики, в какую-то преступность, вообще куда угодно, в какие-то такие, как же это сказать, Господи, Боже мой, в какие-то такие вещи, которые заглушат это ощущение, что у меня нет права существовать. И вообще, раз у меня нет права существовать, то я должен себя разрушить, уничтожить, чтобы меня не было. Потому что вот такова моя программа, я не должен существовать. Туда же идет и суицид, кстати. То есть я не должен существовать, поэтому я себя убью. А РППшники уходят в гиперкомпенсацию. Объясняю, что такое компенсация. Компенсация вообще это вот когда есть какой-то недостаток, нехватка чего-то, да, вот, например, в медицине. То есть у вас, например, нехватка инсулина, и вам вводят инсулин через шприц. И тогда организм получает инсулин, так как будто он его собственный, никаких последствий как бы для организма вы не видите, что инсулина не хватает, потому что он есть. И тогда мы говорим, что этот диабет компенсированный. То есть, как бы все нормально, вот он как здоровый, потому что мы компенсировали нехватку. Что такое гиперкомпенсация? Опять же пример. Гиперкомпенсация – это, например, в детстве, в подростковом возрасте меня девочки не любили, они надо мной смеялись, все время меня унижали. А теперь я стал взрослый и богатый, и теперь я этих любовниц буду менять просто налево и направо. У меня их будет 100 штук. У меня я буду покупать себе всяких супер моделей и звезд, и у меня их будет так много. Вот это гиперкомпенсация. Когда вы не находите себе кого-то одного, кто будет вас любить, а находите себе 100 разных и все время их меняете. В чем проблема с гиперкомпенсацией? Компенсация работает, гиперкомпенсация не работает, потому что проблема не в том, что у вас как бы нет девушки. Проблема в том, что в детстве над вами издевались. И сколько бы сейчас девушек у вас ни было, это никак не изменит того, что в детстве над вами издевались. И более того, чем больше у вас девушек, а вы все еще чувствуете, что вы вот тот самый, над которым издевались, тем больше вы убеждаетесь в том, что да, издевались-то по делу. Вот у меня уже 100 любовниц, а я все равно чувствую себя убогим. Это ж какой я на самом деле убогий, что даже 100 любовниц не помогли мне почувствовать себя лучше.
То есть разница между компенсацией и гиперкомпенсацией в том, что компенсация здоровая, а гиперкомпенсация наоборот поддерживает вот эту изначальную идею, что я как бы плохой, что я не заслуживаю, что у меня нет права. Так вот, РППшники — это люди, которые уходят в гиперкомпенсацию. По сути, вся жизнь РППшника — это гиперкомпенсация. Анорексики — это отвергнутые дети. Они компенсируют вот эту вот нелюбовь и отвержение тем, что им принципиально важно быть самыми лучшими, самыми красивыми, самыми худыми, самыми волевыми. Потому что вот это похудение при анорексии — это не только про то, чтобы быть худым, это про то, чтобы быть очень волевым, про то, чтобы держать это под контролем, чтобы быть выше каких-то вот этих низменных желаний, таких как голод, чтобы быть выше власти еды. То есть они гиперкомпенсируют свой страх отвержения и свой опыт отвержения, будь то отвержение родителей или сверстников, но все-таки даже когда нас отвергают сверстники, чаще всего мы на это очень болезненно реагируем, потому что у нас есть опыт отвержения родителей, либо прямого, либо завуалированного, когда я вроде как тебя люблю, но у меня просто нет на тебя времени. Это отвержение. Так вот, анорексики гиперкомпенсируют вот этим, и поэтому они худеют. То есть нет такого анорексика, который бы похудел на 2 килограмма и успокоился. Он тогда не анорексик, он просто человек, который похудел. Гиперкомпенсация у анорексиков. Они все время, им надо меньше, 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 именно потому, что как бы они ни худели, они не получают вот этого ощущения, что теперь меня не отвергают, что у меня теперь как будто нет этого опыта отвержения. И хотя, когда они начинают худеть, они чувствуют себя более уверенными, но они не останавливаются. То есть они начинают с 50, потом уже 40, потом уже 36, а ему все мало, он хочет продолжать худеть, потому что вот гиперкомпенсация, как я сказала, не работает. Что касается булимиков, то булимики — это дети, которых критиковали. Это дети, которых не просто критиковали, их критиковали за человеческие качества. То есть ты ленивая, ты глупая, ты не стараешься, ты ничего не доводишь до конца. Вот другие дети, они вот молодцы, они вот упорные, они послушные, они делают то-то и то-то, а ты эгоистка и так далее. И именно вот поскольку это про человеческие качества, про какие-то важные, и там часто, я не знаю почему, но очень часто там именно про вот ты плохо учишься, ты лентяйка, ты то, ты сё, ты не делаешь того, ты не делаешь этого. И поэтому булимиков обычно накрывает где-то там лет 18, 20, 25 чаще всего, когда начинается период профессионального какого-то роста и профессиональной самореализации. Вот здесь вот эти ты ленивый, ты эгоистка, ты ничего не доводишь до конца, ты ничего не можешь сделать по-человечески, вот тут они выстреливают. И булимики уходят в гиперкомпенсацию по достижениям. Я об этом много говорю. Булимики начинают достигать, делать одна работа, вторая работа, одно образование, второе образование. Какие-то все время какие-то у них там перемены, они куда-то все время, им все время надо больше, больше, больше и больше. И чаще, не все, давайте вот про это тоже помнить, не каждый булимик вот такой. Я говорю только о наиболее типичных случаях. Так вот, и опять же, эта гиперкомпенсация не приводит к ощущению, что вот же, я вот этого достигла и вот этого достигла, значит, я не лентяйка. Даже если ты как бы понимаешь, что ты не лентяйка, то вот эти все равно, вот это ощущение, что со мной что-то не так, потому что я то не делала, это не делала, ничего до конца не доводила, не была достаточно упорной, оно все равно преследует. И поэтому тоже нужно все время больше, больше достижений. Остановиться невозможно на чем-то, сказать, вот я достигла, все. Нет. Это всегда наращивание, наращивание интенсивности, такое, знаете, для которого нет предела. Что касается компульсивного переедания, то это дети, которых били. И у них, так же как у анорексиков, все обычно начинается намного раньше.
то есть еще где-то там вот в подростковом возрасте, иногда лет в 12, а иногда даже раньше, чем у анорексиков. То есть это дети, которых били, с которыми жестоко обращались, с которыми как-то, ну вот прям, или они подверглись какому-то, например, сексуальному насилию или еще чему-то. И люди с компульсивным перееданием стараются обеспечить себе безопасность. Они гиперкомпенсируют ощущение безопасности. Поэтому они набирают вес, чтобы становиться больше, буквально больше, быть большим безопаснее. А во-вторых, они становятся такими хорошими, такими услужливыми, такими удобными. Они задвигают свои... Ну, все РППшники имеют тенденцию, может быть, кроме анорексиков, задвигать свои интересы на задний план. Потому что анорексики, они такие все-таки, они одеялко на себя тянут так по-серьезному. Они прям требуют к себе внимания и любви. А булимики и компульсивщики, они склонны так свои интересы задвигать, но по сравнению с компульсивщиками, булимики в этом смысле просто дети. Они становятся такими хорошими, услужливыми, они так всем помогают, они так о всех заботятся, что вот это вот, ну посмотри, я же имею право быть, видишь, какой я хороший. Видишь, сколько от меня добра? Видишь, как я тебе помогаю? Может быть, мне можно? И вся жизнь анорексика, булимика и человека с компульсивным перееданием, она вот про это. Может быть, мне можно быть? Может быть, мне как-то все-таки, ну, может быть, я уже заслужила? Может быть, если я вот такая хорошая, успешная, волевая и красивая, может, мне можно? Может, мне найдется местечко в этом мире? Вот, кстати, важный момент, который нужно сказать. Люди с РПП, большинство людей с РПП живет с ощущением, что им нет места в этом мире, что они здесь не свои, что им как бы... Вот они как бы есть, но они как-то ни будущего своего четко не видят. Они как-то не верят, что найдется человек для них, который будет их любить, потому что им как будто нет места. То есть их вот в этом изначальном сценарии существования мира как будто для них не было роли. Но они как-то вот так вот протиснулись в эту жизнь, как-то вот так вот существуют, но по большому счету, чтобы они могли здесь оставаться, они должны как-то прямо очень доказать, что у них есть на это право, что у них есть это право существовать. И вот это постоянное ощущение, что мне нет места ни среди этих людей, ни в этой профессии, ни в этом мире, в принципе, постоянно присутствует у людей с РПП. Артикулируют это, говорят очень четко об этом анорексики. Они говорят: я хочу исчезнуть, я хочу исчезнуть. Причем спрашивать их как-то, что ты конкретно имеешь в виду, там, что ты собираешься сделать для того, чтобы исчезнуть, собираешься ли ты себя убить. Нет, это просто чувство. Мне здесь нет места, мне нужно исчезнуть, мне нужно быть максимально незаметным, максимально вот, чтобы от меня даже следов не осталось, чтобы я просто исчез. Булимики, борцы, они так просто исчезать не согласны, они пытаются завоевать себе место под солнцем, а компульсивное переедание пытается заслужить себе место под солнцем. Это очень тяжелое чувство, потому что оно такое разрушающее, потому что оно про жизнь и про смерть. Потому что, как я сказала, нелюбимые дети не выживают. И ваши родители не дали вам ощущения, не дали вам возможности поверить в то, что они для вас это место приготовили. Вот это ваше будущее, вот эту вашу дорожку, что они прочертили, что они вас планировали, что они вас хотели, что они вас ждали. И поэтому это место для вас приготовлено. Это очень такое чувство, которое, ну такое, знаете, оно все время на грани вот этого вот, могу ли я прожить еще, могу ли я еще побыть, или мне уже как бы, ну или все, или я истощил все возможности, которые позволяют мне быть среди нормальных людей, у которых есть это право.
Что с этим можно сделать? Во-первых, уходить в гиперкомпенсацию бессмысленно, как я уже сказала, это не работает. Нельзя заслужить право быть. Право быть должно даваться от рождения. И если ваши родители вам его не дали, ваша задача дать его себе, присвоить себе право быть, дать себе право на существование. Я понимаю, что это звучит не очень понятно, потому что что значит дать себе право? Ну, в смысле, это как? Это что? Если вы просто начнете об этом думать, о том, что у меня есть право быть, я хочу, чтобы у меня было право быть, я здесь, в конце концов, у меня есть право здесь быть такой же, как у всех остальных. Если вы только начнете над этим думать, это вы уже положите начало процессу возвращения себе этого права. И вот это самое правильное выражение. Право быть невозможно заслужить или заработать. Его можно только вернуть. Верните себе право быть. Верните себе право просто быть. И это будет колоссальным шагом к вашему выздоровлению. Вот, собственно, все, что я хотела сказать про право быть, и про гиперкомпенсацию, и про РПП. На этом все. Подписывайтесь на мои социальные сети и на мой телеграм-канал. Ссылки, как всегда, в описании к этому видео. И ищите меня через социальные сети, если я вам нужна. Пока!